Чем богат Белиз вообще? Он что-нибудь экспортирует в другие страны? Белиз богат природными красотами. Тут туризм, самый основной бизнес. Сколько здесь стоит земля? Земля очень разная цена. Это, я называю Белиз Wild Wild West of Real Estate. Здесь Starlink не залицензирован, поэтому каждые 2 месяца нам надо обязательно выезжать в Гватемалу. А почему здесь нету Макдональдсов, сетевых таких? Я слышала, что пытались как-то открыть из бару и Subway. То говорят, что в Белизе все в основном кесарево. Ну, кстати, есть такое дело. Меня тоже кесарили. А есть вообще здесь криптовалюта? Нет, я пыталась как-то ее покупать. И вот моя карточка Белизка не пропустила. Школа очень некачественное образование. Я говорю, ну что сегодня делали? А, ничего, нам сказали списывать с доски, а учительница на телефоне сидела. А кто-то И продает выше. готовые дома уже? Только владельцы, то есть каких-то девелоперов, которые продают готовые дома, здесь нет. На островах, Кикокер или Сан-Педро или Пласенсия, да. Тут всего население 400 тысяч. Когда мы приехали 13 лет назад, было 285 тысяч людей. Я считаю, что в Белизе, наверное, по сравнению с Америкой, с Канадой, совершенно недорого. Настоящему белизцу надо рез бабами. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Всем привет! Это Белиз, и мы встретились с Марианной. Сегодня она расскажет, чем она занимается. Поехали! Первый вопрос. Почему Белиз? Ну смотри, Белиз был не выбран мной. Белиз выбрал меня. Так получилось. У кого не спросишь, не я выбирала, выбрали меня. Ну да, я не я, и лошадь не моя. Ну, в общем, я в Белиз начала приезжать в 2003 году еще. И приезжала, пока работала на разных круизных кораблях и всегда попадала в этот Белиз. Я его не очень долюбливала. И у меня даже однажды было в 2004 году такое, что... Уберу телефон, прости. Что мне визу надо было продлевать. И мне пришлось остаться в Белизе на целую неделю. Это было вот 21 год назад. Вот. И у меня такое ощущение было, что меня Белиз постоянно как будто притягивает. На каких бы кораблях я бы ни работала, на каких круизниках, все равно я попадала в Белиз. Я уже каждый раз закатывала глаза, когда контракт приходит, я проверяю itinerary, маршрут, да, судна, и понимаю, что я опять еду в Белиз. Блин. И вот мы когда с мужем познакомились, решили остаться где-то в одном месте, так как в Приднестровье никто особо ехать не хочет. Я из Приднестровья, да. У мужа в Венгрии мне светили очень незавидные работы, там, не знаю, социального работника или кого-то без языка-то. То мы решили искать какую-то третью страну, раскидали кучу, просто огромное количество вариантов. Да, писем вот этих вот, да. Забыла, как по-русски называется. На лайнере кем работала? А на лайнере несколько позиций разных было, и мы на нескольких компаниях работали. Начинала как официантка, потом работала как room service operator, оператор в рум-сервисе, а потом, когда уже с мужем познакомились, и мы хотели вместе работать и иметь немножечко больше свободного времени, мы перешли в магазин, работали в гифт-шопе. И сколько лет так работали на лайнере? Я 8 лет работала, и муж 5. И потом решили все-таки сойти на материк. И мы хотели сойти на материк, строить семью, рожать детей. Вот. И вот куда мы раскидали
куда угодно. Нас везде, опять-таки, приглашали на работу, опять же, в магазины, в разных компаний, либо просто на корабли. Мы на корабли не хотели. Единственное предложение, которое пришло на суше работать, да, была Diamonds International и опять Белиз. Я чуть ли не плакала в трубку, когда говорила, ну, я хочу в Diamonds International работать. Ну, то есть я согласна, но а можно не в Белиз, можно мне в Мексику, можно мне еще куда-то. И мне сказали, ну, хотя бы 18 месяцев, то есть вот контракт, а дальше мы вас, если захотите, переведем. Так можно было подождать. А так мы подождали, я уже здесь 13 лет. Не-не, на корабле подождать, может, еще вариант нарисуется. А мы уже сошли с кораблей. Я не знаю, много ли у вас в аудитории моряков, но каждый контракт – это последний. Все, это мой последний контракт. И вот так я 8, почти 10. Подожди, я с 2003 по 2011. Ну вот 8 лет, да, наверное? Да. А муж 5. Вот. Там же еще говорят, на лайнерах типа нельзя иметь отношения. Ну, вполне так можно. Очень многие, несмотря какие отношения, наверное, между боссом и подчиненным не особо приветствуются. Но если ты, в принципе... Вот мы, например, в магазинах работали, потом мы уже, когда поженились, мы приехали уже как пара в магазин работать. Единственное, что было очень сложно, если бы мне предлагали, например, повышение на менеджер или ассистент менеджер, то я не могла работать с ним на одном корабле, поэтому мы не принимали никаких промоушенов. Мы просто работали в магазине. Я вот в ювелирке или на часах. Он то на часах, то вот на сигаретах, на ликере. Ну, то есть как бы нас разделяли по разным магазинам, и мы не могли работать как босс и подчиненный. То есть как бы я не могла получить промоушен. Вот. Ну, то есть вы, когда сошли на материк, по факту вы уже имели работу? Нет, мы сначала ушли на материк, пытались зацепиться в Венгрии, нас там пригласил один бизнесмен заниматься преподаванием английского. Мне это все не зашло, я не хотела. Я сама преподаватель английского профессиональный. Я работала в университете сразу после университета, преподавала английский. То есть я не хотела, честно говоря, возвращаться в педагогику. Тем более, ну, как бы, опять же, и деньги не самые лучшие. То есть мы там покантовались, поплавали, посмотрели, походили по Венгрии немного, недолго совершенно, там, на пару месяцев. И я поняла, что мы не хотим оставаться в Венгрии. Ну, языковой в основном барьер. Ну и вообще, как бы, душа требовала приключений. Мы же не думали, что мы здесь так надолго останемся. Мы думали, ладно, Белиз, 18 месяцев, то есть 1,5 года, и мы куда-нибудь опять переведемся. И мы собирались переводиться. Если бы не пандемия, у меня уже был план. То есть мы собирались, мне была предложена позиция на Багамах, и мы собирались уезжать. То есть, а потом в марте все поменялось, и по итогу никто не поехал, и я просто ушла с работы. То есть я просто уволилась и начала заниматься своими делами сама по себе. А чем ты сейчас занимаешься? Я продаю real estate. Я также, ну, это, опять же, как я раньше упоминала, что я еще даю туры для готовлю туры для русскоговорящих и их провожу. И вообще, вот получается, что у нас такой план, что real estate – это очень хорошо, а так как я не работаю ни на какие большие компании, работаю как бы сам себе, режиссер, все, я сама одна, и муж мне помогает. То есть я не продаю какие-то кондо на море, ничего, я вот тут по местечку, то есть небольшой такой как бы бизнес, то мы решили, что нам надо иметь какое-то что-то такое, чтобы приносило более постоянный доход, и вот эти вот домики мы строили именно на сдачу. В аренду? В аренду, да. Сдаете то есть типа Airbnb? Нет, еще нет. И нам негде самим жить, мы пока здесь в них живем, а получается мы хотим построить небольшой такой домик недалеко отсюда, вот на том участке. И получается у нас будет небольшой, то есть всего 2 домика, это небольшой бизнес такой, ну такой, получается, дает какую-то свободу определенную финансовую, то есть что мы не работаем на кого-то другого, а мы на себя не жалко. Вопрос, по земле, сколько здесь стоит земля? Земля очень разная цена. Это, я называю Белиз Wild West of Real Estate, то есть дикий запад недвижимости, потому что нет никаких, в принципе, просто
понимаешь, то есть смотришь, как продавали земли до этого, и обязательно немножечко накидываешь, и, в принципе, цена очень разнится. Ну, ты скажи хотя бы от и до, допустим, Пласенсия такая цена, здесь такая цена. Участок на море будет не меньше, чем 150 тысяч американских долларов стоить. Это сколько? 150 тысяч американских. Не, соток. Нет, не соток, а участок земли. Здесь считается стандартный участок земли примерно 70/100 считается большой, а в маленьких, там, в деревнях где-то или в городах, так вообще 50/70. То есть очень маленький участок земли. Все, что на море, будет очень дорого стоить. Особенно в Пласенсии. Пласенсия одно из таких. А если здесь, вот, где здесь, мы находимся? Смотри, опять же, зависит от продавца и от его реального желания продать. Потому что вообще большие участки земли по акру, да, будут стоить дешевле, чем маленькие участки земли per acre, то есть за акр. То есть если брать большие участки земли, то где-то можно взять, найти тысячи за 2,5 до 6 тысяч американских долларов за акр. А если брать участки, то, допустим, вот сейчас, что продается в Бельмопане, например, обычный участок жилой 50/70 или 70/100 считается большой, то будет примерно, в зависимости, опять же, от локации, начинается от 45 тысяч белийских, то есть 22 тысячи американских. И это начинается только. А кто-то продает и выше. Готовые дома уже? Только владельцы, то есть каких-то девелоперов, которые продают готовые дома, здесь нет. На островах, Кикокер или Сан-Педро или Пласенсия, да. А здесь нет. Здесь, вот где мы живем, это один из самых недорогих участков страны, где можно еще купить довольно недорого землю. Бельмопан – столица. Бельмопан – столица, а мы, получается, мы 6 миль от столицы по Hummingbird Highway, по шоссе Колибри. Почему так далеко спрятались? Да, ну разве ж далеко, рядышком, вон на машине 10 минут, и я в столице, зато у меня, ну, как бы, у меня можно, там маленький участок, и ты будешь рядышком с соседями жить, а тут у меня соседей нет, вон тихо. Окей. У тебя ребенок девочка? Девочка. А как она? В садик, школа? Как эти вопросы решаете? Мы занимаемся homeschool, то есть она учится дома, и мы пробовали несколько разных систем, и по интернету у нас не работало, потому что у нас интернет очень часто перебои случаются. Мы на Starlink, и здесь Starlink не залицензирован, поэтому каждые 2 месяца нам надо обязательно выезжать в Гватемалу и его подключать к Гватемале. Апгрейдить. Ну, получается, смотри, лицензии в Белизе нет. То есть он здесь работает как типа на роуминге. Но это не совсем... Но это дороже, чем в Гватемале? Нет, абсолютно та же самая цена, как в Гватемале. Просто в Белизе он не лицензирован. То есть здесь он как бы не дает интернет легально. То есть они пытались получить лицензию в Белизе. И, естественно, Белиз ее не дал. Ну, как бы защищать местные бизнесы. Вот, поэтому, в общем, у меня с интернетом не совсем хорошо, поэтому со школы именно по компьютеру у нас не зашло. Мы нашли систему, ну, как систему, такую как бы школьную программу, которая высылает тебе книжки. И вот мы по этим книжкам занимаемся. Занимаемся в любой момент, когда сами хотим. То есть у нас нет как бы каникулов. То есть она, например, на 3 месяца была сейчас в Венгрии, 2 месяца. И занималась как могла, да, допустим. А сейчас зато мы приехали, у нас не будет, например, пасхальных каникул у нее, она будет заниматься. Вот. Ну, то есть какую программу она изучает? Школьную? Она обычную школьную систему. Вот у нас сейчас канадские. Как дальше будет, мы не особо продумывали, наверное. Ну да, там же классы повышаются, даже 10, 11, там как с Ну, тут немножко другая система школьная, да, ну, то есть там до 6 класса, получается, до 6 идет обычная школа, как типа primary, а потом уже идет типа high school после 6. Если ты говоришь, Бельмопан недалеко, а туда не хочет в школу идти? Мы были там в школе, нам не очень понравилось. Это целый день, она бедная, там без кондиционера, без нормального вентилятора. Школа очень некачественное образование. Я говорю, ну что сегодня делали? Ничего, нам сказали списывать с доски, а учительница на телефоне сидела. У меня ребенок
там, не знаю, в каком она классе была. Мы ее уже 2 года, 2-й год хомскулим. Она буквально после пандемии только 1 год походила еще в школу, а тут все школы религиозные, то есть вот католическую школу. И у нее уровень образования, на самом деле, вместо того, чтобы пойти вверх, он сильно-сильно упал, да, даже после пандемии, когда мы занимались через раз. То есть она плохо читает, она не считает, она ничего не знает. Ты чувствуешь зов перемен, где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Но я иду за репортом в школу, и мне дают репорт, она самая лучшая в классе. Я говорю, это ошибка какая-то. Я думаю, ну, может быть, это у нее такой стёб учительницы, такой сарказм. Она говорит, нет. Вот еще одна девочка, у нее такие же вот score, как, ну, score, не знаю, как сказать, ну, то есть оценки. Такие же вот оценки, как у нее, а она самая лучшая. И я понимаю, что, блин, если она так плохо, ну, как бы по моим стандартам там учится, и она лучшая в классе, мы решили ее забрать. И мы Но её она просто... одна иммигрантка там была в классе? Ну, она же не иммигрантка, она родилась в Белизе. Ну, Она скажем так, белизка. ребенок от иммигрантов. Ну, смотри, в Белизе очень много мигрантов. Вот эта школа, куда мы ходим, это в район называется Флорис, и она, ну, как я говорила, религиозная, там в основном все дети иммигрантов из Сальвадора, поэтому в основном очень многие дети даже по-английски не говорили только по-испански. Но образование, конечно же, идет по-английски, поэтому очень... По моему вкусу и на мой взгляд, очень низкие стандарты были, потому что в целом очень многие дети просто не говорят по-английски вообще. Ну, то есть смысл ходить в школу, в которой она самая лучшая, но я-то знаю, что она совершенно... Ну, то есть ее уровень вообще после года в той школе был очень сильно заметно снизился, уровень знаний, уровень ее навыков. А дома заниматься мы не могли. Мы привозили ее в 3 часа домой, после этой жары, она просто ложилась спать и просыпалась уже вечером. И мы там что-то еще занимались, но уже заниматься там чтением или каким-то образованием не могли. То есть мы ее просто взяли и забрали из школы. Ну, ты сейчас говоришь про бесплатную школу. А частная школа здесь есть? Частные школы есть. В Тбилиси их больше. Там хорошие, неплохие школы есть. А в Бельмопане здесь буквально несколько частных школ есть. Или, ну да, частных. Они все тоже религиозные. Мы не очень религиозные, нам не особо интересна каждая среда. Церковь, мы не, в общем, мы не очень религиозные. Мы вообще не религиозные. Нет, в связи с этим не пошли или как? Нет. Одна из таких очень хороших школ, интернациональных QSI, она была очень дорогая, мы ее не могли бы позволить. Мы бы хотели, возможно, но... Сколько цена? По-моему, мы когда узнавали года 4 назад, это было, да, то она, по-моему, стоила 6 тысяч каждые полгода. Это $3000. Нет, американских. Я вот пытаюсь вспомнить, я не помню, то есть это было американских или белизских. Ну, в общем, это было очень дорого для нас. Ну, мне кажется, 6 тысяч американских было. Ну, мне сейчас каша в голове. Если бы сказал мне подготовиться, я бы подготовилась. В общем, заглянула бы. Школа хорошая, там хорошие учителя, и она была создана как раз для детей-послов. Я так полагаю, что для них она бесплатная, но для нас это было очень дорого. То есть мы бы не потянули ее в любом случае. А школу, в которую мы пошли, Belize Christian Academy, такая одна из самых таких знаменитых здесь школ, не очень дорогих, частных, то нам, в общем-то, получается, что у них какая-то своя программа, которую надо было начинать с самого начала, и, в общем, они ее хотели понизить на класс или на 2, и мы, опять-таки, не хотели ее держать в школе 15 лет. Ну, то есть они ее хотели еще понизить, но, опять-таки, мы пришли после школы вот этой общественной, католической школы, которая называлась Сент-Майклс, то, получается, что мы очень сильно потеряли в навыках, и я этого как бы не заметила. Она ходит себе в школу и ходит, я занята работой, да, то есть чем занимались, вроде хорошо, там все хорошо в школе, все хорошо, а потом мы как-то вот 1, 2, 3, я замечаю, что она
очень плохо читает. То есть если она до этого хорошо читала, а потом она как-то стала очень медленно читать. Ну, такое вот. То есть мы потеряли вот этот навык, и мы решили, что мы будем заниматься ее образованием сами. У нас есть группа иностранцев здесь. Мы ходим каждый понедельник, ездим по дороге. Может, если ты ехал из Хопкинса, из Пласенсии сюда, то, может быть, видела вывеска «Сатваленд». Вот. Там есть, там одна из моих знакомых, подруг, она организовала школу, которая называется unschooling, по сути. То есть они переучивают детей. Ну, как бы я даже не знаю, как это выразить по-английски. Unschooling. Понимаешь? Да? То есть school, а это unschooling. То есть как бы они занимаются тем, что им детям интересно. Вот сегодня мы... Дополнительное занятие. Да. То есть мы занимаемся по этим книжкам, и вот общение у нас есть. То есть не то, что мы полностью здесь закрылись в джунглях и пропали, и совсем пропадаем, и ребенка портим, хотя, конечно... И живем тут с обезьянами. Да, с змеями, с лошадьми. А как бы все равно я считаю, что как бы то, что ей будет интересно, я надеюсь, что она это будет изучать. А интересно ей все про животных. Вот. И мы, в общем-то, поддерживаем ее интересы, при том, что мы, допустим, математику мы каждый день занимаемся. Грамматикой нет, я немножко упускаю этот момент. Но все равно биология у нее до 8 класса пройдена, например. Ну, перспектива развития для ребенка какие ставите на будущее? Но она вообще по программе «Максимум», начиная с того, как она только открыла рот и начала говорить, она хотела быть ветеринаром. Я не знаю, сможет ли она стать ветеринаром, потому что, может быть, мы не самое лучшее образование ей даем дома, да, допустим. Но я считаю, если этот интерес будет, то она все правильные, нужные предметы она подтянет. Ну, ту же самую биологию мы вообще на ура. Все интересно. Про лошадей все интересно. Про собак все интересно. Про людей не очень интересно. Вот ей не нравится ни история, ни социальные науки. Ну, здесь есть ветеринарный университет? Нет. Есть на ветеринарного технолога, technician. Технолог, техник. Ну, техникум. Техникум колледж. Нет, не то чтобы техникум колледж, это университет, но учат не на ветеринара, а на помощника ветеринара, получается, техника, ветеринарного техника. Вот. А на ветеринар надо будет ехать куда-нибудь или в какие-то из стран Карикома, или вот на Кубу многие ездят. Ну, то есть на Кубе университетов больше, чем в Белизе? Я думаю, что да. Мы еще к этому вопросу именно серьезно не подходили. Мы берем жизнь пошагово. Да? Ну да, мы как-то там планируем, мы стараемся, да, то есть пытаемся, но на самом деле я думаю, что мы, когда будет к этому дело придет, мы можем просто делать это пошагово, и, допустим, она может здесь и техника закончить, а потом повыситься до ветеринара. Здесь, что мне нравится в Белизе, допустим, именно для ветеринаров или для... Тут очень много разных компаний, вот волонтерских или фондов, которые, в принципе, помогают животным, и она могла бы там какие-то проходить практики, например. То есть у меня уже... Просто она еще маленькая для этих практик, но у меня уже несколько таких компаний, куда я знаю, что мы можем пойти и помогать, допустим, или ламантинов там спасать, или wildlife, то есть вот животных диких, либо животных вот с улицы она уже и так их всех подбирает. Ну вот, то есть практика у нее будет какая-то. И интересная программа. В Белизе дорого жить? Ой, как мы быстро перепрыгнули с образования. А у меня образование, видно, сложный вопрос. Я что по телу рассказываю. Так, все очень относительно, и можно жить по-разному. Я считаю, что в Белизе, наверное, по сравнению с Америкой, с Канадой, совершенно недорого. Но у меня сестра, например, приезжала, и она удивлялась, что, допустим, в магазине именно обычных покупок взять на $100 американских, она может сделать там больше. Там но это где? В Штатах, прости. Живет она в Штатах, в Тампе. И она удивлялась, насколько мало можно купить на $100 американских здесь по сравнению со Штатами. Но вот мы, например, когда живешь в стране, ты уже знаешь, где можно что дешевле взять, а самое главное, допустим, здесь налоги недорогие, да, допустим, налог на землю вообще копеечный, там что-то $5, $5 белизских за год мы платим, за property tax. Без разницы, какой участок. Вот здесь все считается undeclared land, то есть как бы не... То есть мы типа за городом, она считается... как
Тут другая градация получается, то есть undeclared land. То есть мы все, кто живет здесь, в этой области, за каждый акр земли, они платят примерно $5 белийских, то есть это 2,5 американских за год. В городах немножечко дороже. Ну, тоже там копейки на самом деле выходит. Ну, и если у тебя 1000 акров, то, естественно, оно набегает, то довольно большая сумма. Ну, вот у меня акр земли был, и мы жили за $5 всего лишь таксы. То есть налоги недорогие, аренда, я бы сказала, здесь дороговатая, но все равно дешевле, чем, например, в Штатах. Вот. А когда живешь в стране, вот, например, у меня здесь недалеко сосед живет, он делает закупки у меннонитов. Вот ты заехал сюда, в этот въезд, а следующий – это Спрингфилд. Это может заехать тебе, будет интересно, потому что там живут традиционные меннониты. Они не пользуются электричеством, они все вот, они на лошадях, на кибиточках, на своих тележках. То есть они выращивают там овощи, фрукты, и у них каждый понедельник рано утром есть, у них рынок. Это они белые? Они немецкого и даже русского происхождения. Вот, я Очень классно и интересно, кстати. Обращала внимание, едут на телеге. Да. И такой вроде... И там детки такие солнечные, в том плане, что они все белокурые. Соломенные такой. Да. И какого-то... Все застыли в 18 веке. А девочки... Чепчики такие. Черненькие, синенькие платьишки в основном. Это как там... Эти вот такие фартушки. И они, как сказать... с бывшей Великобритании, откуда они? Ой, они из многих мест поприехали. Тут тут же их много разных меннонитов, в том числе есть. Но в основном есть целая как бы такая одна линейка, насколько я понимаю, что их из России изгнали еще там в екатерининские времена. Они были в Германии, потом они перебрались в Канаду, потом из Канады в Мексику, из Мексики сюда в Белиз. То есть много разных путей, да. Вот. А есть просто там говорят, что там из Германии, они говорят на, по-моему, lower German language, то есть вот какой-то вот диалект немецкого языка. Ну вот, например, я когда была в Spanish Lookout, это тоже меннонитское поселение, но эти прогрессивные, то есть они как бы пользуются электричеством, и они кормят весь Белиз практически яйцами, курицей, мясом в целом. То у них, например, в меню написано «вареники». И я такая, что такое вареники? Я такая, вареники, что ли? О, мне давайте вареники. Ну, вот классно было. Мы ездим туда кушать вареники. То есть у них и молочка есть, там творог, кефир. У них все есть. Они меннониты, они прям вот у них и творог, и вот стала кушать, про пельмени говорить, все, прям аж это, и пельмени, вареники. Пельменей у них нет почему-то. Но делают похожие пирожки с говядиной, вкусные очень. А меннониты вообще наши люди. А сколько вообще, какие цены в магазинах на продукты? Дорого, нет? Так, яйца. Продукты питания. 4,50 белийских, 2,25 за 12 штук. Мясо плохо знаю. У меня семья веганская, поэтому я мясо не покупаю, я его ем в ресторанах где-нибудь, если мы куда-то выходим. Сама не готовлю дома. Рыба где-то, по-моему, в последний раз покупала, по-моему, когда родители мужа были здесь, по-моему, около $10 за паунд, за 440 грамм, получается. То есть чуть меньше, чем полкило. Топливо, бензин дорогое? Я считаю, что очень. Получается, у нас здесь сейчас 12, почти $13 стоит regular, то есть обычный газ, не премиум, а обычный. И это за галлон, правда. То есть $13, почти $13 белийских, это 7,5 американских. У сестры в Тампе 3 за тот же самый галлон. Ну, то есть большая разница. Мне кажется, вообще даже больше. Угу. Мне кажется, у меня в основном моя трата каждую неделю, это вот очень много уходит на газ, потому что мы же живем еще далековато. То есть нам телегу кататься. Запрягать. А у меня дочка хочет, но мама, ну, пожалуйста, поедем в Спрингфилд, поспрашиваем про телегу. Я от этого пытаюсь, пытаешься ребенка в цивилизацию как-то, а она наоборот. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку
и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. А почему здесь нету Макдональдсов, сетевых таких? Я слышала, что пытались как-то открыть из бару и Subway, но, во-первых, страна маленькая, народу мало. Тут всего население 400 тысяч. Когда мы приехали 13 лет назад, было 285 тысяч людей в стране. Но развивается все равно. Страна развивается, растет. Тут много иммигрантов, в основном из центральноамериканских стран, как Гондурас, Гватемала, Никарагуа. В основном. Ну и еще retirees, то есть вот эти пенсионеры из Штатов, из Канады. И есть много... Знаешь, кто приезжает из Европы в поисках свободы? Там, допустим, они хотят вакцинировать своих детей, хотят делать свой sourdough bread, там, не знаю, вести хозяйство, выращивать своих курочек, кушать свои яйца. Ну вот приезжают и покупают, и переезжают целыми семьями из Европы именно те, которые... потому что, насколько я поняла, что в Германии, например, и в той же самой Голландии запрещено homeschooling, а вот мои друзья, они как раз из Голландии, из Англии, из Америки. В Америке разрешено, по-моему, а вот в Голландии, там, в Германии, насколько я знаю, я могу приврать что-то, запрещено homeschooling вообще. То есть нельзя, чтобы ребенок не ходил в школу. И вот они приезжают сюда, и вот мы открываем вот эти вот кооперативы и кооперируемся. И вот, например, завтра вместо того, чтобы ехать в Сатваленд, куда мы ездим часто, у нас будет здесь класс по джиу-джитсу с детьми всем. Ну, в общем, опять ухожу от этого. Не, но все равно количество людей увеличилось. Почему не заходят вот Макдональдс, сетевые разные Я не думаю, что... магазины? Понимаешь, сюда люди приезжают как раз те, которые хотят уйти вот от этой вот... От Макдональдса. Не от бургеров персе, потому что бургеров здесь дофига. Ну вот, да. Тут тоже много, и можно готовить, ешь не хочу. Но именно от сетевых вот этих вот едаловок, вот этих вот столовок, да, то есть в основном люди сюда приезжают за органической едой, за живой едой, за настоящей едой. Белисы, на самом деле, вообще не любят экспериментировать с едой. Они едят на завтрак, обед, ужин, на свадьбу, по воскресеньям, на Пасху и вообще в любой ситуации. Это rice and beans. Пробовал уже? Rice and beans. Рис с бобами. Рис с бобами по всей Центральной Америке. А есть какое-то эксклюзивное вот здесь... белийское блюдо вот такое? Rice and beans – это эксклюзивно, оно немножко другое, оно не такое, как, например, на Ямайке или других островах. А курица туда не входит? Курица входит. Ну, это вот с Панамы начиная, вверх поднимаясь до... Я не была во всех странах, но... А Роскомпоя, рис, курица, все. Ну, тут другое. Ты что, не пробовала? Тут очень вкусно, кстати. Я очень люблю. Chicken Express даже захожу. Ну, это Chicken Express, это менонитский чикен. Это не они то. Открыли, да? Да, это менонитские. Они очень, кстати, молодцы в этом плане. То есть умеют, делают хорошо. Но надо именно вот, знаешь, вот тетки такие с этими, прям даже не с ларечками, а просто вот выходят с такими кастрюлями. Да, еще в то место, везде. чтобы не траванули нигде. Ты знаешь, ни разу не траванулась нигде никогда. Тьфу, не хочу сглазить, но вообще, честно говоря, называется здесь вот место, говорят, nice and nasty. Ну, то есть они понимают, что это, ну, может быть, не самая чистая еда, но, тем не менее, я не слышала, чтобы люди траванулись из вот этих вот мамских точек, такие мамаситки. Как в Сальвадоре, вот эти же пупусы есть? Да, здесь пупусы тоже есть. Сальвадорские, так вот, ну, ты видела, как их готовят, да? Ну, не знаю, вода тут стоит мыли, такая не отвратительная. мыли руки, тут, да. Ну, там такая вода стоит, и там вот так вот руки делают, чтобы тесто не прилипало. И я такая, я вообще, когда что заказываю, я отхожу, чтобы не видеть, как это готовят, или прошу, чтобы мне кто-нибудь сделал. Потому что я вообще, даже когда еще в Белиз мы не переехали, я помню, что почему я не хотела в Белиз ехать, мне тут даже было как-то брезгливо, все такое было, мне казалось, все такое грязное, все такое страшное. Особенно после лайнера. А сейчас все привыкла, все нормально. Ну да, тем более после лайнера. А сейчас все классно, все нормально. Давайте мне chicken, stew chicken with rice and beans, и я его очень вкусненько кушаю. Очень мне нравится. Ну, вот, поэтому я думаю, вот у меня друзья, например, друг, он турок был, открыл свой маленький такой, как бы,
едальню, такой ресторанчик очень маленький. И там пытался, в общем-то, делать какие-то свои турецкие блюда, очень классные, очень вкусные на самом деле. Но у него не зашел бизнес, потому что люди, например, во время ланча, они хотят быстренько перекусить, но для них чужая еда – это не еда. Вот им, чтобы наесться, вот настоящему белисцу, надо рис бабами. Rice and beans with stew chicken. Ну, попробуй белийский, он не такой. Он другой, серьезно. Мы ели... Более чистый или более грязный? Нет, другие flavors, то есть другой вкус, как мне другая кажется. земля, понятно, другой вкус. Очень вкусно здесь рис с бобами. Здесь русскоговорящих много? Я бы не сказала, что много, нет. Но сколько, так, прикинуть, если? Ну, 100 нет, мне кажется. 100 нет. Хотя я же не всех знаю. Вот сидят там, как бы, может, А почему многие не вот общаются. кто-то сидит и как-то не контачит? А зачем? Они ж наоборот спрятались, я да? вот, ну, я не думаю, что прям спрятались, но многие приезжают в другую страну, вот там типа в Белиз, не для того, чтобы общаться с другими русскими, тем более, а может быть с белизцами или там со своими. Очень многие приезжают уже из Штатов, из Канады, у них свой круг общения, возможно. Я не знаю, какая мотивация у всех. Я со всеми люблю общаться. Меня хлебом не корми. А как ты здесь легализовалась? Мне была очень легкая ситуация в этом плане, потому что так как меня пригласили сюда на работу, компания, то они всеми документами занимались сами. Меня просто вот выдергивали сегодня, допустим, с работы и говорили: Марианна, тебе надо там съездить в такую-то туда-то и туда. Меня сажали в машину, меня туда возили. Я не знаю, что они мне делали, какие разрешения, что. Все оплачивала компания. Поэтому, когда мы через там год получили permanent residency, то есть постоянный вид на жительство, в принципе, мы по нему и живем уже тут много лет. И то есть благодаря нашей компании, которая нас наняла, у нас все документы есть. То есть у нас была очень хорошая ситуация в этом плане. Я же говорю, Белиз меня сам сюда притащил. Но гражданство ты еще не получила здесь. Нет, гражданства еще нет. Гражданство можно получить после 5 лет резиденции. Но я же говорю, что я никогда не думала, что мы здесь останемся так надолго. А ребенка ты рожала в Белизе? Да. И Я рожала здесь, ее в 2013 году в октябре. насколько здесь хорошая медицина? Ты знаешь, вот многие как бы ругают, наверное, ну, как бы вообще в Центральной Америке. Но мне кажется, медицина здесь не очень плохая. Здесь есть и бесплатная медицина, ну, то есть она не совсем бесплатная, ты все равно платишь, да, за нее, ну, там в очереди надо посидеть. И очень много частных клиник. Вот я рожала в частной клинике, называется Belize Medical Associates, с хорошим врачом, с очень хорошей палатой. У меня все было хорошо. У меня была страховка от компании, которая оплатила, по-моему, там, по-моему, $4000 белизских было заложено, как, то есть, что они мне вернули. У меня все было хорошо на самом деле. Ну, то говорят, что в Белизе все в основном кесарево. Ну, кстати, есть такое дело. Меня тоже кесарили. И мне даже не дали... То есть я еще такая, я хочу рожать по-настоящему. Но у меня такой живот, я не была такая добротная, как сейчас. Я была маленькая, с таким животом нереально огромным. И мне сказали, что у меня слишком большой плод, и мне надо кесарить. Но вообще в целом я заметила такую тенденцию. Я даже удивилась, что, откуда ты это знаешь. Потому что вообще кесарят всех. У меня такое ощущение, что если бы мне дали возможность, может быть, я бы и родила. Но мне не дали ее. Но то есть это мне настояла... прибыль. Да, потому что у меня роды вышли очень дорогие, на самом деле. Просто я тогда очень хорошо зарабатывала и помогла страховкой, и вообще мне было самое главное родить, и она у меня одна, и я не собиралась много детей рожать, поэтому мне как бы все равно было, сколько мне надо было заплатить, но я по итогу вместе со всеми там врачами, посещениями до родов я заплатила 11 000 белизских. Но у меня была отдельная палата своя, собственно, у меня надо мной там порхала нянечка, которая меня и умывала, и меняла памперс ребенку, и кормила ребенка, при том, что я, ну, в общем, то есть очень на хорошем как бы уровне была медицина. Ребенок автоматически получает гражданство Белиза? Да, родилась, все, белизка. И по скорой помощи, скажи, пожалуйста, вот есть вообще служба скорой помощи, она приезжает по вызову или нет? А вот не знаю. Ну, Мы как-то... какой-то вот телефон 911 есть, нет вообще? 911 здесь не работает, он должен идти в полицию. Как-то у меня была ситуация, мне нужно было вызвать, никто ни разу трубку не поднял, я просто
посадила человека в машину, завезла его в больницу сама. Вообще, я вижу, что амбулансы, вот эти машины, они ездят, они есть. Это да? частные, наверное. Ну, я не очень знаю хорошо, потому что мы стараемся жить здорово и не попадать в никакие ситуации, господи, потому что сейчас у нас никаких страховок уже нет. Но они есть, но я думаю, что... Я не знаю, частные или... Но я думаю, что в каждой больнице есть emergency. Я знаю это точно, что они есть, потому что я вижу эти амбулансы, они ездят. Ну, так вот, я помню, как у меня была температура дома в Тирасполе, и она вызвала мне врача, и они приехали, там, и меня проверяли, и давали таблетки. Такого здесь нет совершенно, потому что здесь это очень довольно-таки дорогое. Я помню, что у мужа что-то было, по-моему, что-то со желудком, отравился, видно, где-то райс and beans, но я уже забыла. Ну, как бы, я не знаю, что там было, но мы сами поехали, потому что мы жили в городе, и недалеко, город маленький, и все близко. И мы сами съездили, его отвезли, и я помню, что, по-моему, мы за маленький такой вот, за очень простую, как бы, emergency, то есть скоро, вот этот, за небольшой вот этот вот эпизод мы заплатили $600. По-моему. То есть это было дороговато. Мы так немножко офигели, потому что мы сами приехали, но так как это была emergency, то есть у него как оказание скорой помощи, ну, emergency, то нам показалось это дороговато. Тут дорого, я считаю. И я говорю в 10-летней давности, потому что мы, слава богу, давненько не пользовались больничными услугами. А чем богат Белиз вообще? Он что-нибудь экспортирует в другие страны? Белиз богат природными красотами. Тут туризм, самый основной бизнес. Еще, я считаю, здесь неплохой бизнес, вот как раз real estate, недвижка. И экспортирует то, что он исторически очень много экспортировал, это были апельсины и бананы. Раньше я слышала, что рыбу экспортировали, сейчас уже этого экспорта нет, потому что рыбы уже очень мало. И уже сейчас стали даже, ну, как бы... Все выловили, что ли? Ну, я думаю, что вполне. Сейчас уже даже, допустим, сезоны установили, когда нельзя вылавливать там лобстера или конг. Конг вот эти вот красивые такие ракушки, да, которые едят. Как по-русски, я не знаю, есть у нас такой конг? Как? Конг. Ну, вот эти вот красивые... У меня там где-то валяются эти красивые вот эти ракушки, такие shells. Вот. Ну, то есть, что они еще вывозят? Ну, вот так, мне кажется, так они бананы. Вот у меня сестра как-то высылала фотки папайи. Вот. Ну, все. Здесь никакого производства пока еще нет. Но зато вот экология, вот дышим чистым воздухом. Здесь и нету никаких предприятий, что-то производят? Нет. И иностранных предприятий, которые что-то тоже производят, тоже нет? Ну, что-то мелкое, там, допустим, там, не знаю, кирпич производят. Вот это я знаю. Для внутреннего рынка? Для внутреннего рынка. Я знаю только про апельсины и про бананы. Большое банановое производство. Может быть, будете видеть, где-то Фифис называется. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Твои минусы Белиза. Ой, тут... Короче, в зависимости от того, сколько ты живешь в Белизе, у тебя будут меняться эти минусы. Те плюсы, которые казались плюсами раньше, они становятся минусами через какое-то время. Вот та неспешность жизни, которая тебе нравится в начале, после вот этого, или после круизника, где ты работаешь очень много. Там. Или там, да, или дома ты работаешь, тебе надо бежать постоянно. Вот эта вот расслабленность, она является плюсом поначалу. А потом ты понимаешь, что, все слишком расслабленные. У меня ни разу никто... Когда мы нанимаем работников здесь работать, да, вот на участке просто. Если он пришел вовремя, и в тот же день, который он пообещал, я такая, вовремя пришел, представляешь, все, мы его нанимаем, навсегда будет наш работник. И потом начинается опять-таки свистопляска. Ну, то есть они очень расслаблены, у них очень как-то вот эта вот ответственность вот какой-то, да, вот, наверное, у моего ребенка этой ответственности не будет. Ну, вот это вот маньяна, вот вечно вот это go slow, вот
У меня даже на работе говорили, у них такая присказка есть: Why you Russian? Are you Russian? Что ты спешишь? Ты что, русский? Ну, это просто игра слов, не потому что русские спешат. Но я такая, as a matter of fact, I am. Ну, вообще-то да. То есть для них, я понимаю, что иногда я для местных, я чересчур, как бы, я много требую. Мне так кажется, что для них я немножечко, ну, чересчур, понимаешь? И, возможно, и нет. А Но они- вот я чувствую, что я не понимаю, как это так. Они постоянно везде опаздывают. Даже вот по вечеринкам, например, да, вот интересно. Вот говорят, приходите в 7. Мы дураки. Мы только приехали. Кстати, по-моему, с Артуром же были. Не помню, был он или нет, но его друг точно был. Мы едем, значит, к этой коллеге по работе на день рождения. Купили цветы, какой-то алкоголь, какие-то подарки, не помню что. Приезжаем в 7 и видим, ее машина отъезжает от дома. А ее мама, она поехала в парикмахерскую делать волосы. Мы поехали куда-то там на море, на берег, выпили этот ром, который мы... Приезжаем в 9, и мы все равно самые первые. То есть здесь надо прям учиться себя немножечко... То есть я научилась Ну, опаздывать. ты считаешь это минусом для себя? Для меня это минус. Вот эта расслабленность, да, это минус. Это необязательность, это бюрократизм тоже в том числе. Ведь если посмотреть на сайт, там, как говорят, получишь, когда резиденцию после, вот подаешь документы, и в течение 6-12 месяцев получите резиденцию. Это же Белиз, детка. Какие 6-12? Ну, если за 1,5 года, это класс. А так 2 года, рассчитывайте где-то так на 2 года. Помимо манян еще какие минусы есть? Ой, я даже, кстати, вот думала, подготовлюсь к этому интервью, но я понимаю, что, надо же было узнать. Так, что еще? Нам, в принципе... вот как раз вот отсутствие вот этой вот инфраструктуры. Ведь здесь не только Макдональдсов нет, здесь очень много чего нет. Много уже что за вот эти 13 лет, с тех пор, как мы приехали сюда, уже появилось те же самые творог, сметана. Вообще, раньше и этого не было. А где они появились? Я что-то их не встречал. Это Вот в менонитских магазинах всех есть. А в каких менонитских магазинах? Ну, вот тот же самый... вот вы, наверное, не заезжали в Spanish Lookout. Кстати, вот будешь ехать обратно в Сан-Игнасио, на полпути будет Spanish Lookout на roundabout, и вот так вот заезжаешь через Игуана Крик. Окей. И вот там будет такая маленькая Европа, маленькая Швейцария. И там везде, во всех магазинах есть и колбаски домашние, очень вкусные, кстати, они их коптят. Ну, то есть все, здесь вот эта инфраструктура, вообще, то есть я как бы отрываюсь, опять-таки, от Spanish Lookout и от менонитов, тут, в принципе, нет много чего. То есть... Это минус. Минус, да, конечно. Вот мы когда строили свои домишки, вот эти вот, да, которые... Очень практически все привозное, все импортированное практически. Ничего не производится. То есть это мало того, что ты больше платишь, так ты же еще много чего не можешь найти. То есть у нас здесь очень сильно в последнее время стали процветать сервисы, вот эти mailing services, то есть которые, допустим, ты заказываешь куда-нибудь на склад, они тебе твои покупки собирают в какую-то коробку и тебе отправляют сюда. Ты платишь какой-то там, не знаю, duty, тут довольно высокие duty, то есть вот эти пошлины, и за пересылку саму. То есть мы много что... Вот у меня муж, например, веган, вот те же самые там орехи, hazelnuts там, или что-то такое. Нам надо здесь такого не купить. Или гречку, например, такого не купить. Бывает иногда зеленая в Бродис в магазине. Ну, привет, прибежали. Но на самом деле очень много чего нам надо заказывать в Штатах. Я, например, одежду здесь практически никакую не покупала. У меня вся одежда вот прямо сейчас на мне, она была куплена где-то еще или в Мексике, или в Штатах. Заказываешь на eBay, на Амазоне. Для этого тоже не у всех есть возможности, потому что не у всех есть кредитные карточки. Поэтому тут еще один бизнес процветает. Ты покупаешь для людей на свою карточку, они тебе возвращают деньги с небольшим процентиком. Ну, то есть такое вот. Тут вот много чего нет. В этом и плюс свой. А есть вообще здесь криптовалюта? Нет, я пыталась как-то ее покупать, и вот моя карточка белистская не пропустила. Но это было года 2 или 3 назад. Этериум я в то время хотела купить. И я по-американски... Эфир. Да? Я не знаю, как они называются. Просто думала, по приколу куплю, и я не смогла купить. И на американскую карточку тоже не смогла купить. Сейчас, возможно, можно, я не знаю, я уже потом как-то не пыталась. А белистские карточки не могла.
То есть здесь нету ни обменников. Нет, такого нету. Ну и вот, например, всякие, тут же много иностранцев приезжает, и все. И я, допустим, одной из наших русских девочек, например, у нее муж очень интересуется криптой. Он, например, продавал когда свой участок тут недалеко от меня. Он тоже, один из его запросов был, он хотел криптой, чтобы с ним расплачивались. То есть здесь люди такие есть, и они помогают, да, то есть есть какие-то, надо находить эти варианты, можно, но они не повсеместные, нет такого, что это очень легко сделать. Нет обменников. Твои рекомендации для людей, которые рассматривают Белиз. Стоит сюда приезжать или нет? Блин. Ты бы сюда приехала, тут- зная бы про эту страну так, как сейчас знаешь. Понимаешь, я очень сильно изменилась сама тоже. Вот раньше я прям спала и видела, что я отсюда уеду, я не хотела здесь оставаться ни в коем случае. Я же говорю, что я до последнего, почему я не делала nationality, вот citizenship, гражданство себе, почему не оформляла, я не собиралась здесь оставаться. Но сейчас я сама просто поменялась. Не потому, что я там... Ну, вообще ситуация в мире опять-таки поменялась. То есть мы здесь далеко от всех, мы маленькие, никому не нужны, мы независимые, ничего от нас не зависит, от Белиза, я имею в виду. Поэтому, как бы, кажется, безопасность вот это есть. При том, что все равно 2 часа от Штатов, и там, в принципе, если тебе есть возможность, можно поехать и купить себе эти шмотки, которые тебе нужны, или там гречку поесть, если так сильно хочется. А безопасно, ты говоришь, здесь есть армия? Безопасно, потому что мы не особо кому нужны, ну вот кроме вот Может, недавнего Америка клейма. скажет, так, а вы будете нашим там 55-м штатом. Да ну и пусть, я вообще мне плевать на это. Ну, армия есть, BDF, Belize Defense Force, ну это не совсем армия. Мы даже просто выезжая в Гватемалу, видим, какая у них армия, да, то есть вот эти вот... мы такие, ну если Гватемала действительно решит напасть на Белиз, потому что там же есть небольшой... Да. Слышал про спор вот этот вот, да, за белизские территории до самого Белиз, в Бельмопан включая, то есть весь юг Гватемала. Они у вас 3 дня и все. Ну, да, 3 дня и все, да. Но я не думаю, что война будет. Тут будет, ну, как бы, потому что здесь некому особо прям воевать. Маленькое население. О чем ты говоришь? Из 400 тысяч людей, в Белизе, кстати, одно из самых юных населений, то есть средний возраст около, это было несколько лет назад, статистика, которую я смотрела, там 19 лет. Это очень молодая нация. То есть 400 тысяч людей, там старики, там малолетки, некому особо тут сражаться, и не будут они все easy, ты помнишь, go slow. Зачем им это надо? Вот тот анекдот про тех рыбаков, которые там кто-то слышал, нет, что типа, а что вы тут делаете? А мы вот рыбу ловим, ничего не делаем, да? Он такой, а вы организуетесь, вы там будете, не знаю, закупать рыбу, делать больше лодок, покупать, ловить больше рыбы. Они говорят, а что делать? А потом будете лежать, ничего не делать. Так а мы и так лежим, ничего не делаем. Ну, то есть они, люди в целом очень мирные. Кстати, в Белизе очень хорошие люди. То есть к иностранцам относятся хорошо, нормально. Я себя не чувствую здесь иностранкой. Нас очень много разных. И менониты, и европейцы, и американцы, и канадцы. А тут же еще много сальвадорцев, никарагуанцев, гондурасцев. Ну, тут очень много людей, все намешанные. И довольно-таки, я бы сказала, довольно мирно уживаются То, что все. так все намешало здесь, как вообще с преступностью? Она здесь есть? Преступность, конечно, есть, она всегда и везде есть. Здесь даже это не считается преступностью, если у тебя, если ты не закрыл ворота, а у тебя унесли, я не знаю, машинку для травы, например, вот эту вот weed whacker. Да. Это не считается преступлением, потому что надо было заботиться о том, что, значит, не так хотел сохранить, значит, не так тебе это надо было. То есть показал, забирайте, да? Да. Ну, в том плане, что если ты не хочешь, чтобы тебя украли, повесь такой замок. Это будет индикатором того, что ты не хочешь, чтобы тебя он не хочет обокрали. замок, он хочет табличку не брать. Нет, таблички не все читать умеют, я хочу тебе сказать. Вот, нет, здесь тут безопасно, если соблюдать правила и common sense включать, и не лезть в ненужные в район. Вот считаются плохими районами, например, это южные районы Белиз-Сити. Я как-то туда одного туриста возила показать.
Я сама испугалась. И давай, так, давай отсюда поедем. Потому что солнце начинает садиться, и они прям выходят и на тебя смотрят. Улочки узенькие. И я давай разворачиваться, не могу развернуться. И я такая, больше туда не поеду. Нафиг, нафиг, нафиг. Экскурсия. Но это не так страшно, как, допустим, презентуют, допустим, в американских там сайтах, что предупреждение о Белизе, там, да, что это страна опасная. Такого тоже нет. На улицах никого не стреляют, никто тебя не будет обкрадывать. Вот. В заключение То есть- все-таки твои рекомендации с Белизом стоит или не стоит оно того? Я считаю, хочешь — едь, пробуй. А не хочешь — не буду говорить, как моя бабушка говорила из Беларуси, что не надо делать, когда не хочешь. То есть берете и делаете, пробуете. Потому что нет такой страны идеальной нигде. И эта страна абсолютно не идеальна. Здесь очень много минусов. Я уверена, что я сейчас вот под камерами, под всем, возможно, не все рассказала, не все вспомнила, например. У меня столько историй, я тебя тут на 3 дня могу задержать, и ты будешь сидеть, слушать мои истории. И про самолеты с наркотиками, которые тут сажают постоянно и регулярно. Ну, то есть много всего происходит. Рекомендации такие. Есть интерес — едете. А нет интереса — ну, тогда и не надо. Приезжайте просто как туристы. Я вас провожу, буду проводить по интересным местам. Вопросы остаются без ответов? А может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.